В этом видео мы посетим с вами красивую деревню Сьерра-де-Лос-Падрес, озеро и заповедник, который находится неподалеку, и первое поселение европейских мигрантов в этих местах. Такой красивый вид открывается с галереи одного из кафе, которое находится на центральной туристической улице деревни и называется Пасео де ля Кумбре. Кумбре в переводе с испанского означает «вершина». Этот небольшой торговый комплекс с кафе, ресторанчиками и магазинами был построен из дерева. Это очень красиво. Но и здесь, рядом с этими магазинчиками, вы видите собак, любимцев аргентинцев. И неважно, премиум класса это магазины и кафе или нет, собак любят. Мы были в этом месте в ноябре. В Аргентине это весна, и вы видите, какая красивая свежая листва на деревьях. На этой улице есть много небольших фермерских магазинов, где вы можете купить местные свежие продукты, сыр, колбасу, мед, хлеб ручной работы. Ну а здесь, видите, на одном из магазинчиков написано «Агуа Калиенте» вверху и вот внизу мелом. Аргентинцы очень любят мате, пьют его повсюду, носят с собой термос, и это означает, что вы можете долить в термос с сухими листьями мате эту воду. В этих местах находится горный хребет, который называется Танделия. Его средняя высота 270 метров. И слово «сьерра» в переводе с испанского означает «холмы, небольшие горы». Название этой деревни Сьерра-де-Лос-Падрес можно перевести как «родительские холмы» или же «холмы предков». Это красивая, аккуратная и достаточно богатая деревня в единении с природой мне показалась похожей на сказку. Как я уже говорила в моих предыдущих видео из этих мест, здесь растут очень красивые деревья Олимпия тубус, трубочист по-русски. Это поселение Сьерра-де-Лос-Падрес находится в провинции Буэнос-Айрес, недалеко от города Мар-дель-Плата, рядом с Атлантическим побережьем. От города Мар-дель-Плата до этой деревни ехать примерно 30-40 минут. Еще что меня удивило в этом месте, что эта деревня была основана совсем недавно. В 2001 году число жителей составляло 800 человек. На 2011 год это было более 4000. Данных на сегодня я, к сожалению, не нашла. Но весь конгломерат, который включает в себя эту деревню, лагуна Сьерра-де-Лос-Падрес, где находятся озера и заповедник и другие места, составляет население более 30 тысяч человек. Здесь тоже сделала небольшую съемку. Как видите, дороги широкие и очень удобные для автомобилей. И это очень хорошее место для туризма. Чем здесь можно заняться? В силу особенностей природы горы подвергаются эрозии, и здесь очень много скал, ущелий, гротов. И люди, которые занимаются альпинизмом, скалолазанием, найдут здесь для себя много интересного. Также в природном заповеднике, который мы с вами посетим позднее, есть возможность организовать пикник. И, по крайней мере, как говорят официальные источники, вы можете найти занятия верховой ездой и греблей. А еще в этих местах очень любят белые розы. Вот видите, двор этого дома утопает в белых розах. Владелец этого шарпея сказал мне, что ему нравится бывать в этой деревне, и он чувствует себя здесь очень безопасно и спокойно. Когда я была в этом месте, мне показалось, что эта красивая, спокойная деревня, живущая в единении с природой, стала ожившей сказкой из нашего детства. Здорово, что у кого-то есть такие родительские холмы. И хочется пожелать всем нам, чтобы мы создавали в семье поддержку, доверие, стремление развиваться и делали что-то для улучшения нашего большого дома, этой планеты. Тогда беде будет неоткуда приходить. Ну а здесь мы набрели на такое кафе с множеством сладких вкусных пирожных, которые любят в Аргентине. Ну а сейчас мы с вами направляемся в заповедник Лагуна де лос Падрес. Эти сельскохозяйственные поля находились вдоль дороги, по которой мы ехали. Очень красивая холмистая местность, и название ей соответствует. В Аргентине чаще можно встретить пасущихся лошадей, коров, но здесь нам встретились овечки.
А сейчас мы уже едем по территории заповедника Лагуна де лос Падрес. Кстати, горный хребет, на котором находится деревня и заповедник Сьерра де лос Падрес, является одним из древнейших на Земле, и он образовался более 250 миллионов лет назад в результате столкновения плит. Очень красивые и высокие в этом месте эвкалипты и сосны. Ну а сейчас я поставлю для вас народную аргентинскую музыку, чтобы лучше передать атмосферу и культуру этого места. Puedo verte triste porque me matas. Tu carita. Также в этих местах добывают и производят минеральную воду Сьерра де лос Падрес. Ну а сейчас мы доехали до первого европейского поселения в этих местах. Это небольшой музей. Эти здания были реконструированы и восстановлены. Это здание иезуитской часовни. Ее основали миссионеры, приехавшие в 1746 году из Испании. В то время здесь проживали различные индейские племена. Европейцы называли их горные люди или серрано. И вождь одного из этих племен, которого звали Кангаполь, такое имя, совершал очень частые набеги на эту миссию. Из-за этих набегов через 5 лет миссия закрылась, но все это не прошло даром. Но были проведены значительные работы, были составлены описания языка, традиций местных племен. Возникли красивые поселения. Иногда бывает в жизни, что брошенные семена прорастают не сразу. Также в этих местах в XIX веке жил известный аргентинский писатель Хосе Эрнандес, творчество которого было посвящено во многом гаучо. Гаучо по своей культуре и традициям очень похожи на наших казаков в России. Подписывайтесь на мой канал, будем общаться и развиваться вместе. До встречи!